Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Мечта любой женщины– жить как за каменной стеной. А если ничего нет, то каменную или почти кирпичную стену мы можем сшить сами. У меня нашлись куски плотной мебельной ткани размером 15 на 25 сантиметров. Естественно, что такое богатство резать не будем, используем полностью. Для начала их рассортируем на светлое, темное. Приготовим бейки шириной 3 сантиметра. Это прямые полоски портьерной ткани. Они остались после подравнивания шторы. Сразу скажу, ткани для беек надо много. При ширине 1,20 м у меня ушел метр ткани. Шить будем в технике витражи. Для этого к короткой стороне прямоугольников лицом к лицу будем пришивать бейку. Работаем сразу со всеми заготовками. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Сразу отложите в сторону часть прямоугольников. Они будут закрывать ряд. На них бейку пришивать не надо. Готовые детали разъединяем. Дальше бейку разворачиваем и к свободному краю бейки пришиваем другую деталь. Смотрите, ширина бейки 3 сантиметра. По 7 миллиметров с каждой стороны уйдет в шов. И на лицевой стороне получается разделительная полоска шириной 1,5 сантиметра. А срезы ткани лежат рядом в стык. Цвет ткани старайтесь чередовать, светлое, темное. Таким образом мы собираем длинные полосы. У меня в ряду 8 целых деталей. Длина каждой детали 25 сантиметров. Длина ряда 2 метра. Для того, чтобы получить имитацию кирпичной кладки, ряды надо делать по-разному. Следующий ряд будет начинаться половинкой кирпичика, затем 7 целых и опять половинка. Готовые ряды можно разложить, посмотреть, как они будут выглядеть. А уже после этого приступать к окончательной сборке. К длинному краю пришиваем бейку. Рекомендуем так поработать сразу со всеми рядами. Так будет проще и легче шить. Дальше бейку отворачиваем и пришиваем к ней следующий готовый ряд. Технология работы довольно простая. Шей до шей. Самое главное – определиться с порядком работы. Дорогие мастерицы, вы же понимаете, что способов работы в технике витражи существует огромное множество. Сегодня шьем большое полотно. Хочу сделать плед на диван. Размер 170 на 2 метра. Когда все детали соединены между собой, готовое полотно тщательно выравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Следующий шаг – надо закрыть изнанку. Воспользуемся термостежкой. Это ткань, сплавленная вместе с тонким слоем синтепона. Термостежку берем чуть больше лоскутного верха. Складываем их вместе изнанкой, расправляем и аккуратно сцепляем английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. После этого приступаем к стежке. Полотно у нас большое, тяжелое.
А швейная машинка обычная, бытовая. Поэтому никаких изысков в стежке мы делать не будем. Просто прошьем по основным швам. Строчку сделаем фигурную. Трикотажный шов, зигзаг в 3 прокола. Так будет легче прошивать толстые ткани. Они не будут сборить под лапкой швейной машинки. Знаете, девочки, иногда в комментариях начинают давать уж совсем непрошенные советы. И я всегда в таких случаях вспоминаю анекдот. Генерал на построении обходит ряд бойцов, останавливается около одного и кричит: «Почему сапоги не начищены?» Солдат отвечает: «А это вас не касается». Генерал: «Да как ты смеешь так отвечать? Отвечай, почему сапоги не начищены?» Солдат: «Гуталина нет». Генерал: «А это меня не касается». Солдат: «Ну так я сразу и сказал». Когда все простегано, еще раз проверим края и обработаем края бейкой. Прямой полоской ткани шириной 5 сантиметров. И все. Можно идти на улицу и на радость всем прохожим устраивать фотосессию с красивым покрывалом. Чуть раньше мы уже сшили в такой технике декоративную подушку. Красота! Будет комплект. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. А чтобы не потеряться на просторах интернета, обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, группу ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Рутуб. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.